Всем привет! Меня зовут Алекс Лампер, и сегодня мне бы хотелось проанализировать дизайн вкладок открытых файлов и объяснить, почему он является неудачным решением для редактора кода. Во время работы с несколькими элементами в типичном интерфейсе блокнота или файлового менеджера вверху появляется область с вкладками, что позволяет быстро вернуться в то или иное место. При этом вкладки не выражают никакую связь между собой. Это просто способ зафиксировать перед глазами какой-то контекст для быстрого доступа к нему. И даже такой простой элемент скрывает множество неудобств своей реализации. Например, когда вкладок становится слишком много, то они перестают помещаться в одну строку. Более того, ширина самой вкладки может уменьшаться, обрезая заголовок и ухудшая читаемость, а вкладки с одинаковым заголовком и вовсе сложно будет отличить друг от друга. Все эти проблемы более-менее решаются тонкой настройкой, если инструмент ее предоставляет, но не избавляет пользователя от вынужденных действий по ручному закрытию уже ненужных вкладок. На мой взгляд, такой подход работает только в случае ограниченного контекста, что допустимо для таких программ, как блокнот или файловый менеджер. Работа с кодом – это не открытие случайных файлов, а последовательная навигация вглубь и наружу. В этом плане вкладки никак не помогают решить проблему сохранения контекста, потому что, как их ни располагая, они никогда не отразят верный порядок переходов. Например, я открыл файл 1, из него перешел к определению функции в файл 2. Затем вернулся в файл 1 и перешел к определению уже другой функции из файла 3. Но куда поместить вкладку файла 3? В конец списка или рядом с файлом 1? Любое из этих решений вызовет проблемы, потому что файл 2 выпадает из иерархии переходов. Если рассмотреть работу хотя бы с 10 вкладками, то связь между ними теряется напрочь, не говоря уже о рабочем пространстве, которое они занимают. Несмотря на то, что WebStorm предлагает довольно обширную настройку вкладок, сам факт ее существования похож на попытку оправдать дизайн, который решает не ту проблему и не тем способом. На данном этапе уже стоит забыть про вкладки как инструмент и поискать что-то более удачное. Поэтому я избавлюсь от рудимента, перейдя в окно настроек, Editor, General, Editor Tabs и выберу None в выпадающем списке Tab Placement. Наиболее удачный дизайн предлагает окно Recent Files, открыть которое можно сочетанием клавиш Command-E. Здесь представлены именно те возможности, которые делают навигацию между файлами предсказуемой и функциональной. Само окно состоит из двух частей, где в левой располагается список панелей инструментов с возможностью быстрого перехода к ним. Там же можно подсмотреть присвоенные горячие клавиши для каждой панели. В правой части находится список недавно посещенных файлов. При этом выделенный файл будет не текущий, а тот, который был открыт прежде. Поэтому достаточно нажать Enter, чтобы совершить переход на предыдущий файл. Последовательность открытия файлов выстроена в логически предсказуемом порядке. Если повторно нажать Command-E в Recent Files, то отобразятся только те файлы, которые были недавно изменены. Стоит заметить, что список этих файлов не имеет никакого отношения к стейджу Git. Это те файлы, которые так или иначе недавно редактировались, в отличие от первичного списка недавно посещенных файлов. Однако там присутствует баг, из-за которого, даже если откатить все изменения, то файл все равно останется помечен как измененный, что можно трактовать двусмысленно, так как откат изменений – это по факту тоже изменение. В окне также присутствует поддержка Speed Search. Это одна из особенностей WebStorm, которая позволяет использовать поиск в окнах инструментов. Поэтому достаточно начать печатать на клавиатуре, и весь контент внутри окна отфильтруется соответствующим образом. Это помогает перейти к конкретному файлу, найти который будет быстрее, напечатав несколько первых символов его названия, чем искать его глазами и с помощью стрелок. Если несколько файлов имеют одинаковое название, то перед каждым из них будет указан относительный путь. При этом одинаковые префиксы будут исключены для экономии места. Дополнительно абсолютный путь к подсвеченному файлу выводится внизу окна. Сам файл из списка можно удалить нажатием Delete или Backspace. Позиция курсора между переключениями по файлам тоже сохраняется. Более того, у Recent Files есть еще одно представление – Recent Locations. Вызвать его можно, добавив к уже известному сочетанию клавишу Shift. Повторное нажатие уже внутри окна отфильтрует недавно отредактированные файлы. Все, чем отличается Recent Files от Recent Locations, это внешним видом файлов, которые представлены фрагментом кода, где остался курсор в момент ухода с этого файла. А Speed Search производит поиск не только по названию файлов, но и по самому фрагменту кода. Шаг с дополнительным нажатием Enter для перехода в файл можно пропустить, воспользовавшись еще одной функцией – Switcher. Для вызова этого окна необходимо нажать Ctrl-Tab. Переход совершится после отжатия клавиши Ctrl.
Если оставить ее зажатой, то повторное нажатие Tab приведет к выбору следующего файла. А если перед очередным нажатием Tab зажать Shift, то произойдет выбор предыдущего файла. Свитчер примечателен еще тем, что быстрый доступ к панелям инструмента в левой области окна меняется с шорткатов на мнемонике. Мнемоника – это техника запоминания, основанная на ассоциациях, поэтому выбор панели будет происходить мнемоником цифры или буквы, соответствующей названию панели. У меня на этом все. Используйте свое время с умом и до новых встреч!